В начале 2008 года бельгийский исследователь Луи де Кардье привез в Египет оборудование, которое способно видеть сквозь 15 метров песка и камня. Он не был профессиональным археологом, он был художником и философом, но много лет изучал древнюю архитектуру и был абсолютно уверен, что под одним конкретным местом в пустыне скрывается нечто огромное, чего не нашел ни один ученый до него. Место называлось Хавара, и добраться туда можно было по дороге из Каира. Сегодня Хавара выглядит как ничем не примечательное поле с обломками камней рядом с полуразрушенной пирамидой из темного кирпича. Для обычного туриста здесь не на что смотреть. Но Луи де Кардье знал то, чего не знают туристы. Именно это место на протяжении 6 столетий описывали историки древнего мира как самое грандиозное сооружение, когда-либо построенное человеком, и все они называли его одним словом — лабиринт. Луи де Кардье потратил 2 года на получение всех необходимых разрешений. Он заключил официальное соглашение с Национальным институтом астрономии и геофизики Египта, привез самый совершенный на тот момент георадар и начал сканирование. То, что показал радар, подтвердило 2500 лет письменных свидетельств. На глубине около 12 метров обнаружилась огромная сетка толстых стен, сделанных из гранита, а не из обычного кирпича. Эти стены образовывали сложную систему залов и коридоров, занимавшую площадь примерно в 70 тысяч квадратных метров, что сопоставимо с размером 10 футбольных полей. Луи де Кардье опубликовал результаты. Мировая пресса подхватила новость, и на короткое время показалось, что перед нами одно из величайших археологических открытий в истории. А потом наступила тишина. Чтобы понять, почему эта тишина так тревожит, нужно сначала разобраться в том, что именно описывали древние историки, потому что они говорили не просто о большом здании, а о сооружении, рядом с которым египетские пирамиды казались маленькими. Первым из известных нам авторов, кто побывал здесь лично и подробно все описал, был греческий историк Геродот, приехавший сюда примерно за 450 лет до нашей эры. Жрецы, управлявшие комплексом, согласились провести его по верхним этажам сооружения, где он увидел тысячи комнат, соединенных бесконечными извилистыми коридорами, в которых без проводника невозможно было найти дорогу. Геродот был человеком, объехавшим половину известного мира, и его трудно было удивить, но после посещения лабиринта он написал, что видел это место своими глазами и нашел его более великим, чем могут передать слова, и что если собрать все постройки и великие сооружения, возведенные греками, они окажутся ниже этого лабиринта, который превосходит даже пирамиды. Верхний этаж был огромен. Среди лабиринта комнат располагались 12 гигантских залов, которые Геродот называл дворами, и каждый из них представлял одно из региональных правительств Египта. Но верхняя часть, как объяснили жрецы, была лишь малой частью всего сооружения, потому что под ней находились подземные уровни, куда посетителей не пускали ни при каких обстоятельствах. Современные археологи считают, что лабиринт появился при фараоне Аменемхете III, который правил Египтом примерно в 1800 до нашей эры. Именно с ним обычно связывают строительство этого комплекса. Но Геродот записал совсем другую версию. По словам жрецов, под землей покоились цари, которые первыми построили лабиринт. Они не называли Аменемхета его создателем. Наоборот, их рассказ можно понять так, будто сооружение существовало задолго до известных египетских фараонов. Спустя 4 столетия после Геродота лабиринт все еще существовал. Сюда приехал римский географ Страбон. Он тоже подробно описал это место и обратил внимание на одну необычную деталь. По его словам, крыша лабиринта была сложена из огромных цельных каменных плит, без деревянных балок и других опор. Над посетителями буквально висели миллионы тонн камня. Страбон также писал, что без проводника выбраться из этого лабиринта было невозможно. Позже о лабиринте рассказывали историк Диодор Сицилийский и римский ученый Плиний-старший. 4 автора, жившие в разное время и принадлежавшие к разным народам, независимо друг от друга описывали одно и то же место. Все они говорили о гигантском лабиринте с тысячами помещений, и все повторяли одну и ту же деталь. Подземную часть комплекса никто из посторонних никогда не видел. Туда допускали только жрецов, и этот запрет сохранялся на протяжении многих веков. Со временем лабиринт разграбили, а его камни разобрали для строительства. Постепенно от него почти ничего не осталось. Долгое время археологи считали, что древние авторы сильно преувеличили его размеры или даже полностью выдумали эту историю. Но в 1888 сюда приехал археолог
который неожиданно изменил представление об этом месте. Сэр Уильям Мэтью Флиндерс Питри был одним из самых выдающихся полевых археологов своего времени. Он жил в каменных гробницах во время раскопок, отбивался от бандитов в пустыне и разработал методы датировки и документации, которые археологи используют до сих пор. Питри приехал в Хавару в поисках гробницы фараона Аменемхета III. Но вместо нее он наткнулся на нечто совсем другое. Эта находка едва не стоила ему жизни. Пирамида Аменемхета оказалась смертельной ловушкой. В отличие от пирамид Гизы, она была построена не из цельного камня, а из глиняных кирпичей, скрепленных рыхлым песком, поэтому вся конструкция оставалась крайне нестабильной. Несколько месяцев Питри пытался найти вход, но каждый новый тоннель заканчивался тупиком. Стоило копнуть глубже, как стены начинали осыпаться, а песок буквально затекал внутрь, словно вода. В какой-то момент Питри полз по узкому проходу, миллионы тонн кирпича и песка давили на него сверху. Он не мог позвать на помощь, потому что ему не хватало воздуха, а потом погасла его единственная свеча, и он остался в полной темноте, зажатый в каменном коридоре под огромной пирамидой. Рабочий, находившийся позади, в конце концов понял, что произошло что-то плохое, и бросил зажженную спичку в тоннель, и эта короткая вспышка дала Питри ориентир, чтобы выкрутиться из ловушки. Большинство людей после такого больше никогда не вернулись бы в эту пирамиду. Но Питри просто зажег новую свечу и снова полез внутрь. Сначала он попытался найти вход с северной стороны, но безуспешно. Тогда решил рискнуть и начал копать с южной. Уже через несколько метров он наткнулся на настоящий вход. Это была не просто дыра в стене, а каменная дверь со ступенями, уходившими глубоко вниз. За столетия уровень грунтовых вод поднялся, и лестница оказалась затоплена мутной соленой водой. Питри все равно продолжил путь. Ему пришлось пробираться через холодную воду, грязь, полную темноту и крыс. Когда он, наконец, пробился во внутренние коридоры, вода доходила ему до груди. Он обнаружил каменные двери-ловушки, ложные проходы и массивные блоки, подвешенные к потолку так, чтобы обрушиться на любого, кто войдет. Питри обезвреживал их одну за другой, и когда добрался до центральной камеры, она оказалась вырезана из цельного блока желтого кварцита, а потолок состоял из 3 плит белого кварцита, каждая весом 45 тонн. Камера была пуста. Грабители добрались сюда первыми. Но потом Питри начал изучать поле обломков рядом с пирамидой и обнаружил остатки огромного здания площадью в 70 акров. Расположение совпадало с древними картами, размеры совпадали с описаниями Геродота, и Питри понял, что он нашел фундамент потерянного лабиринта. Он был разочарован тем, что сооружение разрушено, и вернулся в Англию. Но Питри упустил кое-что принципиально важное. Лабиринт, по свидетельствам всех древних авторов, уходил на несколько уровней вниз. Питри думал, что нашел фундамент. На самом деле он нашел крышу. Лабиринт не был уничтожен. Он находился прямо у Питри под ногами, и он там до сих пор. Именно это и подтвердил георадар Луи де Кардье 120 лет спустя. Гранитные стены, комнаты и коридоры на глубине 12 метров. Именно там, где их описывали древние историки. Результаты исследования были готовы. Открытие выглядело сенсационным, но почти сразу произошло неожиданное. Захи Хавас, который тогда возглавлял Высший совет по древностям Египта, запретил публиковать любые материалы об этом исследовании. Официальное объяснение звучало необычно — соображение национальной безопасности. Луи де Кардье еще 2 года ждал разрешения опубликовать результаты. Но этого так и не произошло. Его команде запретили обсуждать находку, публиковать новые материалы и даже возвращаться на место исследований. Тогда, в июне 2010 года, де Кардье выложил все собранные данные самостоятельно, результаты сканирования, отчеты и полный анализ. Почти сразу после этого его внесли в черный список, а возможность продолжать работу в Египте для него была закрыта. Сегодня Луи де Кардье живет на юге Испании и занимается выращиванием миндаля. Раньше он выступал в европейских университетах и руководил крупными исследованиями. Теперь его имя чаще вспоминают не из-за научных работ, а из-за истории с лабиринтом Хавары. И он был не единственным. В 1993-м немецкий инженер Рудольф Гантенбринг отправил маленького робота в узкую шахту внутри Великой пирамиды, и робот обнаружил там известняковую дверь с медными ручками, чего никто не ожидал. Гантенбринг рассказал об этом публично, после чего Хавас немедленно закрыл ему доступ к пирамиде, забрал робота и представил находку как собственное открытие.
В апреле 2008 года, когда Луи де Кордье сканировал Хавару, британский исследователь Эндрю Коллинз работал в Гизе. Изучая старые записи, он обнаружил трещину в скале, которая вывела его в огромную подземную камеру. Вместе со своей командой Коллинз прошел по системе тоннелей несколько сотен метров в сторону второй пирамиды. По пути они нашли высеченные в скале комнаты и длинные коридоры. Когда Коллинз рассказал о своей находке, Захи Хавас публично заявил, что никаких пещер под плато Гизы не существует. Исследователю сразу запретили дальнейшие работы. Но спустя несколько месяцев Хаваса сняли на видео, входящем именно в те самые пещеры, существование которых он до этого отрицал. После посещения он назвал увиденное невероятным опытом. Вскоре вход закрыли металлической решеткой, а любые дальнейшие исследования этого места оказались запрещены. На этом история лабиринта не заканчивается, потому что спустя несколько лет появились новые данные, и они оказались еще более поразительными. 21 июля 2015 года в небольшом английском городе Харрогейт прошла закрытая встреча. Ее организовал Тим Эйкерс, бывший офицер британских королевских военно-воздушных сил. Много лет он занимался поиском подводных лодок и скрытых подземных бункеров с помощью спутниковых технологий. В тот день Эйкерс собрал небольшую группу исследователей, чтобы показать результаты нового исследования. Он направил на Хавару радар с синтезированной апертурой, ту же технологию, которую используют для поиска скрытых подземных объектов и даже ядерных комплексов. Результаты Эйкерса показали то, чего не смог увидеть Луи де Кордье. Под верхним уровнем лабиринта находился не один подземный этаж, а сразу 4. Их разделяли слои сплошной породы толщиной до 30 метров. Все уровни соединяла одна центральная вертикальная шахта, уходившая вниз примерно на 45 метров. Снаружи весь комплекс окружал ров необычной формы. По словам Эйкерса, он напоминал египетский символ Шен — кольцо, которое в Древнем Египте считалось символом вечности. Самый нижний уровень оказался огромным залом длиной около 90 метров и шириной 36 метров, и все остальные уровни сходились именно к нему, как будто весь комплекс был построен вокруг этого пространства. А в центре зала находился отдельно стоящий объект длиной примерно 40 метров. Именно здесь история становится еще более странной. Когда Эйкерс изучил обратный сигнал радара, выяснилось, что одна область отражает волны совсем не так, как камень, дерево или глиняный кирпич. По расчетам, в самом центре четырехуровневого комплекса на глубине около 30 метров находится огромный металлический объект размером со статую свободы. По форме он напоминает вертикально стоящий диск или кольцо. Эйкерс много лет работал со спутниковыми системами обнаружения скрытых объектов. Он заявил, что никогда раньше не видел подобной сигнатуры. По его мнению, размеры и форма указывают не на гробницу, а на сооружение, которое изначально создавалось для неизвестной функции. Почти 10 лет Эйкерс и его команда никому не рассказывали об этой находке. Они видели, что произошло с Луи де Кордье, и опасались, что любые громкие заявления поставят крест на дальнейших исследованиях. Все это время они пытались получить официальное разрешение на раскопки. Только в 2025-м исследователи решили опубликовать свои данные, но разрешение на раскопки им не выдали до сих пор. Итак, под песком Хавары находится четырехуровневый подземный комплекс с огромным металлическим объектом в центре, и этот факт подтвержден 2 независимыми исследованиями с использованием разных технологий. Но что это за объект, зачем он там и кто его создал? Египетские жрецы, которые охраняли лабиринт на протяжении 1000 лет, говорили Геродоту и другим посетителям, что сооружение построил не фараон. Они утверждали, что лабиринт возвела гораздо более древняя цивилизация, и построен он был не как гробница, а как хранилище знаний, потому что этим людям нужно было место, где их знания смогут пережить великую катастрофу. Если это звучит как фантастика, то стоит обратить внимание на несколько совпадений, которые, возможно, не являются случайными. Когда греческий философ Платон около 360 года до нашей эры впервые подробно рассказал об Атлантиде, он сразу указал, откуда взял эту историю. По его словам, ее греческому государственному деятелю Солону рассказали египетские жрецы. Они утверждали, что сохранили древние записи, в которых были указаны даже даты. Если верить этим записям, Атлантида погибла примерно 9600 лет до нашей эры. Геологи, в свою очередь,
Утверждают, что последний ледниковый период закончился примерно 9700 лет до нашей эры. А геолог Роберт Шох, изучив следы эрозии на ограждении Большого сфинкса, пришел к выводу, что сфинкс был построен примерно в то же время. Три совершенно разных источника указывают на одну и ту же дату. На протяжении большей части истории эта дата ничего особенного не значила, потому что считалось, что 12 тысяч лет назад никакой развитой цивилизации просто не могло существовать. А потом начали находить вещи, которые заставили ученых задуматься. Примерно 9700 лет до нашей эры завершился так называемый поздний Дриас, период резкого похолодания, за которым последовало столь же резкое потепление. Глобальная температура подскочила, ледяные щиты, покрывавшие огромные территории, начали стремительно разрушаться. Уровень Мирового океана поднялся более чем на 120 метров, и береговые линии по всему миру были затоплены. Целые массивы суши ушли под воду. И вот что удивительно. В каждой крупной древней культуре мира существуют мифы о Великом потопе, относящиеся именно к этому периоду. Разные народы, разные континенты, между которыми не было никаких контактов, рассказывают, по сути, одну и ту же историю. У древних египтян тоже существовала легенда о времени, которое было задолго до известных фараонов. Они называли его Зеп-Тепи, что переводится как «первое время». Об этой эпохе говорится в древнейших египетских текстах, а в знаменитом Туринском царском списке даже перечислены правители, которые, согласно этому документу, правили за тысячи лет до первых человеческих царей. Современные египтологи считают, что речь идет не о реальных правителях, а о мифологических образах и религиозных символах, но есть и другие свидетельства. В храме Хора в Эдфу на юге Египта более 90 метров стен покрыты так называемыми строительными текстами. Эти тексты описывают возведение храма на фундаменте более раннего сооружения, которое существовало до Великого потопа. Там упоминаются существа, которых называли Шептиу, последователи бога Хора, прибывшие в Египет после катастрофы, уничтожившей их родину. Вместе с ними, согласно текстам, пришли 7 мудрецов с острова, который был поглощен морем. Это не записи на папирусе, которые легко подделать. Это высечено в камне храмовых стен. И тексты подробно описывают, что именно эти существа делали. Они устанавливали священные курганы по всему Египту, закладывали фундаменты храмов в точно рассчитанных местах и передавали местному населению знания в области астрономии, архитектуры, математики и медицины. Официальная наука называет тексты Эдфу красивым мифом. Но есть физические доказательства, которые трудно списать на мифологию. В 1991-м геолог Роберт Шох внимательно изучил стены вокруг Большого сфинкса и обнаружил на них вертикальные трещины. По его мнению, это следы длительной водной эрозии. Не ветра и не песка, а дождевой воды, которая воздействовала на камень очень долгое время. Проблема в том, что последние сильные дожди в этом районе Египта закончились примерно около 5000 лет до нашей эры. Если эта интерпретация верна, то сфинкс должен быть намного старше, чем принято считать. Позже Роберт Шох пересмотрел свои расчеты и предположил, что сооружение могло появиться еще раньше. Около 9700 лет до нашей эры, в конце ледникового периода. Точно такие же следы водной эрозии обнаруживаются на Осирионе в Абидосе, загадочном подземном сооружении, построенном из массивных блоков красного гранита, вырезанных с точностью, которую современные инженеры с трудом могут воспроизвести. Нижние камеры Осириона постоянно заполнены водой, которую невозможно откачать, и это наводит на мысль, что само сооружение было спроектировано с учетом присутствия воды. Археолог Эдуар Навиль, раскопавший Осирион в 1914-м, был представителем официальной науки, а не маргинальным теоретиком, и он прямо заявил, что не удивится, если это окажется самым древним архитектурным сооружением в Египте. Его слова были проигнорированы. А римский географ Страбон прямо утверждал, что и Осирион, и лабиринт были построены одним и тем же правителем, которого он называл царем Исмандом. Один строитель, одна эпоха, одни и те же строительные приемы. К этому можно добавить Гёбекли-Тепе в Турции, комплекс массивных каменных кругов с резными колоннами весом в тонны и астрономическими ориентирами, рассчитанными с точностью до долей градуса. Его построили примерно 9600 лет до нашей эры люди, которые, как считается, еще не изобрели земледелие.
А потом, около 8000 лет до нашей эры, весь комплекс был намеренно засыпан землей, как будто его сознательно хотели сохранить и одновременно скрыть от посторонних глаз. У нас уже выходил подробный ролик на канале про Гёбекли-Тепе. Обязательно посмотрите его после этого видео. Неизвестная цивилизация существовала на этой планете задолго до того, что мы привыкли считать началом истории. И если верить этим совпадениям, именно она могла передать египтянам знания, благодаря которым письменность, математика, медицина, астрономия и архитектура появились практически сразу, без долгого периода примитивного развития. Это выглядит так, будто египтяне получили уже готовую систему знаний, и если развитая цивилизация знала, что вот-вот будет уничтожена, она сделала бы ровно то, что на ее месте сделали бы мы. Сохранила бы самое важное, поместила бы знания туда, где они смогут пережить катастрофу, и построила бы для этого хранилище. 3000 подземных комнат. Температура, которую контролирует сама Земля. Идеальные условия для сохранности. Охрана жрецами на протяжении 1000 лет. Конструкция настолько сложная, что незваный гость никогда не найдет выход. Лабиринт, возможно, никогда не был гробницей. Он мог быть хранилищем, но прямо сейчас это хранилище в опасности. Соленая вода постепенно разъедает все, что находится под землей. Уровень грунтовых вод поднимается каждый год. В 2024 геологи предупредили, что если ничего не предпринять, водные повреждения в ближайшее время разрушат весь объект, и 1000 лет истории исчезнут навсегда. Их предупреждения пока что игнорируются. Сооружение реально. 2 независимых исследования с использованием разных технологий это подтверждают. Массивный металлический объект находится в центре огромного подземного зала. Жрецы охраняли это место 1000 лет. И теперь, когда у нас наконец появились технологии, позволяющие увидеть, что находится внизу, нам не разрешают смотреть. Примерно 2500 лет назад Геродот подошел к входу в подземные залы лабиринта. Жрец сказал ему: «Нет, сегодня мы по-прежнему находимся у той же самой двери, и нам по-прежнему говорят «нет». Только теперь это делает не жрец, а чиновник. Но стены работают в обе стороны. Они не только не пускают людей внутрь, они удерживают то, что находится по другую сторону. И если результаты сканирования верны, то секрет, который ждет в глубине лабиринта, может касаться не только прошлого Египта, а прошлого всего человечества. Если вам интересна эта тема и вы хотите увидеть продолжение расследования, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и включайте уведомления, чтобы не пропустить новые выпуски. А если вы еще не смотрели наше расследование о том, почему Великие пирамиды Египта, возможно, никогда не были гробницами, обязательно посмотрите его после этого видео. В нем мы подробно разбираем отсутствие мумий, странные особенности внутреннего устройства пирамид, загадочные шахты, гранитные камеры и другие факты, которые до сих пор вызывают споры среди исследователей. После этого многие детали сегодняшней истории будут восприниматься совсем иначе. И обязательно напишите в комментариях, что удивило вас больше всего. Верите ли вы, что лабиринт до сих пор скрыт под землей? И как вы думаете, кто все-таки построил этот гигантский комплекс? Мы читаем ваши комментарии и самые интересные темы обязательно разбираем в следующих выпусках.